Привет, мои дорогие! Я рада вас снова видеть на моем канале «Кулинарные стихи» Ларисы Рубальской. Я надеюсь, что вам не скучно, когда вы приходите к нам в гости. Мне с вами хорошо, потому что мы здесь готовим, говорим о всяких важных в жизни вещах, рассказываю историю, откуда что берется, и читаю стихи. Я это очень люблю. Мне приснился ласковый мужик, невысокий, а глаза смеются. И за ночь он так ко мне привык, что я утром не могла проснуться. Он меня всю ночь не отпускал, целовал до пупрошек на коже. А меня никто так не ласкал, ни до мужика, ни после тоже. Я ему шептала: уходи, а сама боялась, что заплачу. И остался на моей груди отпечаток губ его горячих. Это сон был, только и всего. Но с тех пор я в нем души не чаю. Вдруг во сне вы встретите его, передайте: я о нем скучаю. Вот такое стихотворение. А чтобы вы не скучали, чтобы ваш любимый человек, возлюбленный, как теперь редко говорят, приходил к вам почаще, готовьте повкуснее, чтобы ему хотелось к вам приходить возлюбленный муж или подружка. Это я так говорю. Просто обычно, когда у меня бывают концерты, ко мне очень часто подходят девушки, говорят: можно вас подержать за левую руку? Кто вас поддержит, тот замуж выходит. Я всем желаю добра. Готовьте, как я, и тоже все будет здорово в жизни получаться. Сегодня мы будем готовить такое блюдо. Я не знаю, как его назвать. Кто называет как? Кто, в Италии это пицца, в других странах еще какие-то названия. В общем, все, что вкусно. Вот ко мне приходят мои детки маленькие, одному 9 лет, другому 5. Это дети моего брата, но это мои внучата. И я их всегда обманываю, потому что дети ведь мало что едят. У них репертуар 3-4 блюда. Конечно, они любят пиццу. А я говорю: а мы будем делать пиццу как бабушка, как я, как Ларчик.ру. Пицца Ларчик.ру. Очень просто. Я этот рецепт посмотрела где-то. Потом я его сама увкуснила по-своему, и вы тоже захотите, да увкусняйте, как вам нравится. А вдруг будете повторять? Лаваш. Он разный бывает, круглый, маленькими кусочками, большими кусочками. Любой покупаете. Конечно, все это можно делать из муки, ставить тесто, но это так легко и просто. И поверьте, так вкусно. Ладно, я маленьких обманываю детей. Когда ко мне приходят взрослые гости, я иногда тоже, не говоря что-то из лаваша, делаю это блюдо, и они думают, что это какая-то специальная, изысканная закуска. Теперь я его стригу. Вот так, как попало. Режем мелко. Режем. Кто в это время напевает? Я, конечно, читаю стихи. Я вчера к себе на ужин позвала подругу с мужем. Она замужем недавно и ужасно влюблена. Я с улыбкой дверь открыла, увидала и застыла. И не ведала подруга, что наделала она. Не заметила подруга наших взглядов друг на друга и болтала увлеченно о каких-то пустяках. А шампанское искрилось, что в душе моей творилось, знал лишь ты. И, сидя молча, сигарету мял в руках. Время быстро пролетело, спать подруга захотела. И, прощаясь в коридоре, протянул мне руку ты. Гулко лифт за вами щелкнул. Ночь разбилась на осколки, на хрустальные осколки от несбывшейся мечты. Ну, это не значит, что ваша мечта не сбудется. Ваша-то сбудется обязательно. Вы же сейчас находитесь на канале, который приносит удачу и счастье, и радость. Верите? Верьте, и все получится. Сейчас вот я закончу резать этот лаваш. Сковородка у меня уже греется. Вы знаете, совершенно не важно, возьмете 3 пластиночки, 5 пластиночек. Вот просто как рука возьмет, как глазу вашему понравится, так и делайте. На 2 побольше, на 1 поменьше. Хоть на завтрак, хоть когда гости придут. Ну вы попробуйте, сами скажете: ой, Лариса, молодец, какую хорошую штуку научила. Ну вот так, давайте, нам этого пока хватит. Теперь я разбиваю сюда 1 яйцо. Вареное. Допущена вами ошибка. Вы ветреные, сумасбродные. Да, оно не пойдет. Вареное не пойдет. Это оно сюда не пойдет. Оно пойдет. Я его съем. Я очень люблю яйцо вкрутую. А что, горевать, что ли? Взяли да съели. А? Вкусно. Потом доем, не уходи далеко. Вот надеюсь, что это сырое, проверим. Вот, а что я сразу не проверила? Дурочка. О, яйцо. Мешаем так слегка. Наливаем молочка. Немножко.
Вы смотрите, сколько я наливаю. Повторяйте за мной. Молочка. Солим. Вы заметили, что у нас нет никаких точных пропорций. Мы все делаем на глаз, на вкус, по таланту. А теперь главный ингредиент – тертый сыр. Можно, конечно, вот тут у меня такой, ой, какой сыр замечательный. Но я когда тру сыр, вообще что-нибудь тру, я стираю пальцы. Я не люблю этот предмет терка, поэтому я такая ленивая, стараюсь вот готовый покупать тертый сыр, он тоже все время свежий продается. Вот кладу тоже на глазок тертый сыр. Вот кажется, что тут такого, подумаешь, ничего, да? Но когда вы увидите то, что из этого получилось, вот тут-то вы и скажете, ничего себе. Я наливаю масло. Сейчас сковородка разогреется. И все это так быстро, занимает так мало времени. Я лаваш держу в холодильнике, потому что он так лучше сохраняется. Вот. Ну, я, пожалуй, для цвета положу немножко зелени, потому что я говорила, что японцы, вот у меня есть подруга Мидори, замечательная, ей уже теперь 90 лет, я с ней дружу больше 40 лет. Она меня всегда учила, говорит, ты знаешь, ты когда готовишь, ты никому не говоришь, что ты готовишь, потому что ты можешь ошибиться, положить много или мало, а ты делай вид, что так оно и должно было быть. И никто никогда не скажет, а главное запутать людей. Вот мы сейчас тоже немножко путаем. Еще Мидори всегда говорил, как все японцы, что нужно, чтобы было несколько цветов. Вот и мой любимый укроп, он делал не испортит. Про японцев расскажу интересное. Была одна девочка-японка в детском саду. Она потом, когда вернулась в Японию, подросла, она стала принцессой Митика, вышла замуж за сына японского императора. Она пробыла в детском саду сколько-то времени. И когда она уезжала потом в Японию, ей сказали, Митико, что ты по-русски запомнила что-нибудь? Она закивала головой, я, говорит, да, запомнила по-русски. Что тебе понравилось? Она сказала, в детском саду Кася невкусный. Все, что она запомнила. Невкусно. Видите, как я делаю? Вообще, если бы у меня была сковородочка поменьше под рукой, я бы сделала 2 таких блинчика. Но на этой сковородке будет только 1. Сейчас мы подождем, это все прижарится. И мы аккуратненько перевернем. И вы увидите и удивитесь, что это у нас такое получилось. Кстати, мы помидор внутрь не положили. Пока она у нас жарится, я возьму помидорку. И будет у нас, как учила моя подружка Мидори, несколько цветов. О, салат сам просится в тарелочку. Сейчас. Ой, тут еще главное не пропустить момент переворачивания. Знаете, если сковородка будет поменьше, то края ее будут поровнее. Но мы же с Мидори решили, что мы всех обманываем. Мы скажем, что она такая вот такая должна быть. Но на самом деле ведь красиво. А вот то, что вкусно, поверьте мне, еще ни разу не было, что человек сказал, ну, ничего особенного. Все говорят, ой, а что это, а из чего это? Вот я вас то научу. Вы сделаете и никому не говорите из чего. Объявите конкурс. Ну, когда собираются обычно, поболтали о том о сём, рассказали анекдоты, а вы добавьте игровой момент. А сейчас конкурс, из чего состоит вот эта еда. Все будут говорить то, но никто не отгадает. Потом вы открываете карты, или если вдруг кто-то отгадает, то вручаете приз. Как мы вручаем призы тому, кто пришлет нам замечательные рецепты. Что вы делаете из лаваша? Я с удовольствием у вас поучусь. Пришлите мне рецепты, напишите, как это делается. Если будет вкусно, наша группа попробует и скажет, что это здорово, мы вам вручим приз, пригласим вас к нам на съемки, вы прославитесь, потому что я очень надеюсь, что наш канал посмотрит очень много народу. Я же вас опять прошу, как всегда, знаете, вы понравилось? Скажите соседке, расскажите подружкам на работе, расскажите людям, с которыми случайно встретились утром во дворе. Прям вы ходите гулять с собачкой, навстречу соседка идет. Здрасте, что-то погода сегодня не очень. Опять давление, опять меняется. Да. А вы, какое давление? Вы пробовали? Откуда вы знаете? Я смотрела канал «Кулинарные стихи» Ларисы Рубальской. Я подписалась, я ставлю лайки. И вы так же делаете. И повторяйте за ней то, что она делает. Жалеть не будете. Недорого, несложно и очень вкусно. Вот если была бы маленькая лепешка, я бы ее прям целиком на тарелочку положила. Но тут порция на 2, я разрежу пополам, и вы увидите, какая красота. Это не омлет, это не пицца, это не лаваш. Это чудо чудное, диво дивное. Это блюдо larchik.ru. Вот так, попробуйте. Если не вкусно, если не понравится, пишите мне гневные отклики. Лариса Рубальская, не умеешь готовить? Не берись.
но я уверена, что таких откликов не будет. Вы будете есть, улыбаться, вспоминать, как мы с вами сегодня готовили, как я вам читала стихи. И осталось вам всего ничего – загадать желание и послушать мой рецепт счастья. Все в жизни бывает, и все может быть. Из нас только пленник не каждый. Но главное просто кого-то любить, а все остальное неважно. Осталось попробовать, протянуть вам на удачу руку, а вам загадать желание и притронуться. Поверьте, все исполнится.